И снова всем привет, дорогие друзья, с вами Агата. Сегодня будем играть в Ice Cream 8. Итак. Здравствуйте, вы позвонили в полицейское управление. Здравствуйте, мой сын Джон Браун исчез. Мы уже больше суток его не видели. Мы с мужем давно его ищем, но пока безрезультатно. Хуже всего, что двое лучших друзей Оуэнов тоже исчезли. Об этом написали в газете. Так что мы не знаем, что делать. Пожалуйста, мэм, сохраняйте спокойствие. За последние недели мы получили и другие звонки о пропавших детях. Мы еще ищем виновника, поэтому, пожалуйста, не волнуйтесь. Мы делаем все возможное, чтобы решить эту ужасную проблему. За несколько недель пропало еще больше детей. Какой ужас! Вы можете сказать что-нибудь, что поможет найти вашего сына? Вы не замечали ничего странного в вашем районе? Драус, уж вы об этом упомянули. Недавно я слышала странную мелодию мороженщика. Ясно. Вы можете рассказать еще подробнее? Откуда вы мне звоните? Ух, толстенькие детишки. Убирайтесь отсюда. Ребята, зачем мы стоим и держим дверь? Если мы сейчас же что-то не предпримем, сумасшедший мороженщик в любую минуту ее выломает. Найдите способ сбежать из комнаты управления вместе со своими друзьями. Угу. Нажмите кнопку подсказка, чтобы появилась линия, которая направляет вас к цели. Обычно, чтобы ее активировать, нужно посмотреть рекламу. Но и в первый раз она дается просто так. Итак, смотрите. Лиз, Майк, Чарли! Кажется, я нашел способ выбраться. Идите сюда быстрее. Джей, куда ты? Давай вперед! Так. Наконец-то я ведь поймал. Что? Нет, чертовы толстяки! Они опять сбежали. Я больше не могу это терпеть. Это был последний раз, когда они сбежали. С тех пор, как я похитил им. И запер на фабрике. Они только и делают, что добавляют. Я больше не хочу использовать эти качественные ингредиенты для моего озлобленного мороженого. Это уже лично. Я не планировал к этому прибегать, но вечеринка окончена. Я больше не могу. Я сделаю что хоть один шаг, у меня отвалятся ноги. Не шуми. Это звук. Думаю, я знаю, что это было. Рот активировал систему безопасности. Теперь все выходы заблокированы. Но, к счастью, я недавно нашел это. И у меня возникла отличная идея. Похоже, есть в системе безопасности 3 генератора, которые обеспечивают питание. Если мы их отключим, то сможем избежать из этой лаборатории. И у меня также есть это. Тот, кто займет исследованием, будет носить с собой одну рацию и будет использовать ее, чтобы вызвать остальных, когда найдет один генератор. Майк, твоя привычка собирать мусор, перо и бумаги просто потрясающая. Теперь вперед, команда. Пора найти те генераторы и вернуться к нашим семьям. Да, идем! Бррр. И давайте мы удвоим монеты. О, вы, надеюсь, смотрели, что у меня за монет? Сколько у меня монет? Окей. Смотрите, какая бомба. Го в отель Зои. Я сделал все возможное для людей, которых я люблю. Кстати, смотрите, какая у него прикольная, да? Это самая последняя вроде как. И сейчас будет злая монашка. Используйте ловушки, чтобы защищаться от врагов. Нажимайте на кнопку, чтобы поставить ловушку под ноги. И когда враги наступят на нее, они на некоторое время окажутся в нокауте. Но будьте осторожны. Франклин Борис и крокодил невосприимчивы к ним.
Это фабрика моего сына. Вблизи она выглядит очень величественно. Наконец-то я смогу обнять его и... Кто там? Такое жирное уродливое создание, как ты, только не может быть моим мальчиком, поэтому я раздавлю тебя своим молотом. Окей. А я совсем забыл. Я совсем забыл. Окей. Ну, кстати, смотрите, какая она его. Сейчас мы ее как рабочим столом. Пам! Но это было очень смешно. Кстати, а сколько у меня сердец, я не знаю. Вот, Джозеф. Соливан, да. Это добраться до цели. Она находится в коттедже за фабрикой и хорошо защищена. Овер. Достаньте ключ, который охраняет крокодила, и отправляйтесь в лес, чтобы уничтожить башню, питающую генератор. И вот сколько их тут. Мы можем даже забрать все просто, все, понимаете? У нас тут все прям. Можем даже все забрать, даже базуку с шариками. Но сейчас нам надо... Хорошо, отвезу ей. Кстати, крокодилец, а теперь аллигатор. Если правду говорить, то да, она. Это уже, кстати, прикольно. Но, кстати, в этой игре есть еще и дополнения, которые добавляют какие-то разные... Ну, как-то еще сказать там. Добавляют в игру дополнения, что типа... Тут игра с дополнительными сердечками. И то есть я уже это купил. Ну, интересно, как это работает. Не, ну... Хорошо, если вдруг мы ее найдем, то не боимся ее мы. Сейчас она просто вот не нужна нам. А я, кажется, даже знаю. Я даже знаю, где она. И я хотел сказать, то точно не знаю, где она. Там вот у Джозефа. Крокодилица, то есть аллигатор, приближается. Убегайте, иначе она вас укусит. Ну вот ключ от леса. Еще самое главное, это ее не найти. Теперь, если вдруг вы слышите какой-то страшный звук, вы сразу должны убегать. Такой вот, я уже испугался. И так вот и работает. Сейчас мы открываем. Открою ворота в лес. Я помню, где... Нету его тут. Я даже знаю, где она. Если честно. Честно, то мы можем потратить пушку нашу. Эту, поэтому, вот. Ай, ладно. Идем. То мы идем-то. Окей, кстати, крокодилица, она прям... У меня, кстати, все скины разблокированы. Я могу их менять, сколько влезет. Привет. Это я нашел ключ от его витрины и взял его, чтобы выйти и все смотреть. Окей, я Что мы как ее-то? Как-то ее-то супру. Ее убьем. Я точно знаю, где она. А нет.
как он. Charlie, get in Слушай, position. займи позицию. Понял. Разруйся, олени. Займи позицию. Поехали. Все. Уничтожили все слабые места башни и окрестности. Чтобы уничтожить башни, уничтожить и лишить генераторы источника энергии. Не берегитесь. Лесорубы мини-розы будут пытаться помешать вам, атакуя ледяную пушку. Стреляйте в них, чтобы уничтожить и продолжить свою миссию. Окей. Вы, надеюсь, поняли. Что я все понял. Installed. Charlie, use this time to destroy the weak points of the tower while I restart the van. Чарли, используй это, чтобы остановить генератор. Charlie, let's keep moving. Давай двигаться, окей. Чарли. Чарли. You cool. Yeah. Итак. О, нет. Чарли, используй, чтобы уничтожить все башни, чтобы у нас восстановился генератор. Всё. Да, я понимаю, что ты там хочешь. Ой. Сейчас мы уходим. Пока. Okay, Charlie, let's keep moving. Пока. Вы хоть видели? Он прям реально там. О, нет. Чарли, используй пушку, чтобы уничтожить все чекпоинты. И чтобы мы могли двигаться. Всё. Нельзя ко мне. Нельзя ко мне. Вот, О, давай. Дай мне минуту. Я заправлю генератор. Вен это по-английски, кстати, грузовик. Да, почему именно говорю генератор. О, нет. Чарли, используй. И все, мы вроде как. Видите, смотрите. И ура, мы сделали это, Майк, ты отлично водишь. Давай повторим. Все, выключился. Контрольная точка первая. Каждый раз, когда вы сохраняете, каждый раз, когда вы разрушаете генератор или ваш прогресс сохраняется, чтобы вы могли продолжить игру с этой контрольной точки, если вы переиграете или закроете приложение. Окей, да. Итак, мы не можем выйти перед уходом, нам надо выбрать лабораторию. Нам надо Чарли, найдите генератор в лаборатории. О, яйцо нет. Го, мы сейчас ее. Ах, да. Ладно, окей. Здесь будет. Так уж новый генератор. Ой. Нормально. Мы тут все можем делать. То есть вот торт. Игральная карта. Но... Ну, кстати, вот генератор в лаборатории, вот тут. Мне кажется, это... да, там лаборатория. И сейчас будет, мать его. Вот она. Угу. Good. Хорошо. What's going on here? Что здесь творится?
Я сейчас тебя как охлаждаю. Дай. Охлаждайся. Охлаждайся. Я все говорю, охлаждайся, охлаждайся. Я иду в правильном направлении. Давайте-ка мы сейчас... Ребята, я думаю, я нашел одну из этих штук. Она находится в мастерской с компьютером. Брум-брум. Взломайте центральную систему генератора, чтобы его отключить. Так, кто у нас? Алис просит. Чарли. Окей, я принесу обязательно. Штамповый. Тут реально что-то такое есть. Да! Штамп. Окей. Нет, только не иди! Сюда. Цилиндра. Сферы. Roger that. Sorry, I couldn't find it. Цилиндра. У него крышка в плоскости. Roger that. Понял. Окей. Вот USB тебе. USB. Мне нужна катушка с кабелем и горелка, чтобы подключить компьютер к генератору и взломать его. Достаньте электрик. Окей. Иди. У меня, кстати, вип. На самом деле, я читер. Да. Если вдруг он
Получите. Электронный замок тут вот где-то. А, нет, не тут. Он вообще далеко. Теперь возьмите газовую горелку. И мы им baby boy. Thanks. There's so much. Теперь получается далеко. Далеко-то идти. Коробка с деталями. Лети кабели. Отдайте кабели Майку. Thanks. Собирайте накапливающиеся строки кода, чтобы получить доступ к генератору и отключить его. Нажмите на кнопку на экран компьютера, чтобы остановить активную строку и вызвать следующую. Если она не остановится не в центре, вы потеряете подложку. Так что будьте осторожны. Выберите новую цель. Так, давайте модулем. Количество монет очень много. Кстати, зломана что? Я очень сильно рад, что у меня все бесконечность. Понятно, Борис сейчас будет. Борис хорошо собирается. Борису нужно больше деталей. Может, одна из них из моих ног? Энергия возвращается в мое тело. Борис чувствует боль. Ах, ты отвратительно древешь, ты ранишь, Борис. Давай, ударить. Окей. Некоторые враги, например, Фрэнк, Борис или крокодилище, намного сильнее главных злодеев. Держитесь от них подальше, иначе они сразят вас с одним ударом. Окей. Это... Пока. Генерал. Иди сюда. Стой. И поэтому я тебя заморожу. Все, пока. Я наконец-то нашла генератор. Он находится в магазине подарков на фабрике. Но осторожнее. Вам по пути встретится огромный и страшный найти способ заставить Франклина Бориса уничтожить генератор, защищенный бронированным стеклом. Найдите гидроматериализированный граммат. Домократ. Домкрат, где он? Вот он, домкрат. Сейчас мы будем. Я помню, где зарядное устройство. То Франклина Бориса.
О, нет. Только не это. Ну, как же это? Просто не... О. На тебе сразу. Thanks. Спасибо. Еще мы... I think we're near. Спасибо. Все, идем. Видишь его? Он за вами идет. Он за тобой идет, поэтому... Вот и за мной идет. Сейчас так самое главное. Все, идем. И пуп. Хорошо, я иду обратно в магазин. Окей, иди. Отдайте заряженный домкрат в майку. Оп. Просто на веселе сразу. Thanks. Это рекламный щит. Не, нифига не поможет. Ах ты ж. Борис. О, это было очень близко. Если бы вы не понимали, как это было близко. Кому? Back in its day, this must have been a very busy plant. Full of people in the museum area. А принимите. Сюда-ка. Все готово. Итак. И сейчас! Ты уродский сломанный робот. Твое лицо похоже на жалкую ржавую сковородку. Ты слишком слаб, чтобы быть охранником. Даже я, ребенок, могу тебя победить. Эй, Борис, урод! Атаковать! Ударить! Мы убили Франкина Бориса. И, кстати, это все за 28 минут. И мы отключили систему безопасности. Поэтому ща, которая новая. Нужно новую. А что еще там новое? Зал излечения. Что это за таинственная розовая комната? Надо в ее войти. Окей. Идем в розовую комнату. Там, и получается, будет рот. Там будет очень много. Вот в зале излечения. Знаем. Спасибо. Я уже знаю, что я тут как тут, поэтому пока. Я кое-что нашел. Кажется, система управления, которая утверждает, удерживает многих детей в капсулах с розовой жидкостью. Надо их уничтожить. Заблокируйте желтую кнопку, чтобы освободить похищенных детей из зала извлечения. Ага. Дело в том, что вы все мне кажетесь мне очень забавными. Майк, ты хотел мне кое-что сказать? Нет, я не пойду ни ногой пока. О, это было так близко. Вы даже не поймите меня. Неправильно. Вы даже можете понять меня неправильно. Но если реально, то это было очень... Где же те духи, которые Майк хотел подарить? И недавно просил найти. Ага, вроде.
На тебе. Супер. Как раз то, что ей было нужно. Спасибо, Джей. У меня прям вдохновение вернулось. Эти кусок синей дискеты. Окей. Ах ты ж. Дискеты, ага. Уже я иду. Thanks. Ой. Я как будто уже все ломаю. Теперь, когда мы все молчим, хотя бы на мгновение, я чувствую себя как дома. Пусть даже мы далеко, и за ними гонится безумный мороженчик, мечтающий посадить нас в клетки. Но если не брать этого во внимание, сейчас мне так уютно. Станьте раздвижной. Ой, тратил, ну окей. Кусок синей дискеты. Окей. Сейчас мы поменяли как. Ну, на. Thanks. Спасибо. Вот что-то там делает. Какая огромная машина. Майк, ты сможешь ее взломать, чтобы найти еще, сделать еще одну? Просто я контролирую все, что тут есть. Надо найти дискеты с паролем, чтобы не ухудшить положение других детей. А отвертка, она получается... Something. И что вдруг ты проснулся? Ящик с инструментами. Ящик с инструментами. Окей. Ослабьте крышку вентиляции для хомяка. Что там делают мои родители? Я по ним скучаю. Они за тебя боятся. Мы же помним ту сцену, когда мы... Ну, в самом начале, помните? Там было... Итак, мы сейчас будем играть за мышонка. Да. И вот тут розовая дискета. Помним. Кстати, согласна, очень прикольно они сделали, что типа тут мы играем за него. Ну это прям не знаю. Розовый дискет. Но на самом веку, поэтому нам надо туда пойти. Ну, кстати, это не прохождение, это уже спидран какой-то. Хотя, да, это спидран немного. Но, что, полностью, но... Да, розовая комната. Она очень сложная. Третья, то есть кассета, она очень сложная. Отправьте хомяка. Розовый. И заберите розовую дискету из запертой комнаты. Да, кто тут, кстати, эти вещи оставлял-то? Может, Рот? Сам Рот? Да как он так мог оставить тут? Столько ловушек. Согласны? Так еще и умных. Как будто это какая-то еще одна мышонка сделала это. И она очень умная, я бы даже сказал. Супер умная. Она сделала такие ловушки. Конечно, это не понять. Ой, ну это было. Сейчас мы... Все упало вроде. Как мы сейчас идем в темную комнату.
Ну, кстати, это немного светло, если подумать. Это можно так назвать. Что, давайте мы просто подождем. Освободите остальных похищенных детей. Скету из запертой комнаты. Все, давайте. И вот сюда. Сейчас мы пружину. Как ее заправим. И вот. И, кстати, тут очень... И... Да! Опа! Ой. Ой, хорошо-то как! Что мы тут оказались? Все, ура! Да кто у нас самый умный и милый хомячок на свете? Ты! Ура! Мы достали розовую дискету. Теперь, когда мы все молчим. Не так уютно. Да как тебе так уютно? Мне кажется, тебе не так будет. Он все равно меня не найдет. Он меня нашел почти, но он умер же прям. И что, сейчас мы идем собирать картонную коробку. Мы должны вроде как отдать ее Чарли. Чарли — это тот толстенький паренек. Что ж, на тебе, вот он. Чарли. Готов. От этого места просто захватывает дух. И все эти технологии только для мороженого созданы. Escape. Ауч. Как же эти зловопросы меня проводят. Сейчас меня... Сейчас иди отсюда. Ну не рот. Вот. Все. Итак, нам надо искать. Итак, сейчас. Получается, может быть, мы откроем ему сейчас дверь под номером А. Ища! Вот он, еще один. Еще один. И его наконец-таки направляют. Окей. Ой. Ой-ой-ой. Где он? Тут. Окей. Сейчас, получается, ему надо 5 вот этих вот. Давайте быстро откроем. Нам надо закрыть их. Если я правильно понял. Правильно понял, то нам надо их закрыть прямо. Вот. Если вдруг он сюда вот зайдет, тут будет его ждать не очень опогадный. Он такой хитрый. Так, где он? Его ведут сейчас 3. Все. Сейчас мы открываем ему кнопку С. Кнопку С открываем ему. Нет, открываем Абу. У него уже 4. 3. Окей. Сейчас за ним идут 3 человека. Сейчас идут по нему. По следу 4 человека. Оп. Итак, вроде все готово. У него тут 1, 2, 3, 4, 5. Больше 5. 6 я бы даже сказал. 1, 2, 3, 4, 5. Тут их больше. 1, 2, 3, 4, 5. Все. 5 этих. Каких вот там.
И наконец-таки. Если-таки он заберет эту красную дискету. Итак, сейчас он идет ко мне. Мог бы. Возвращаюсь в убежище. В этом костюме так жарко. Ставьте дискету в нужный слот. И мы потом нажмем. Ура! Как же это? Потом мы нажмем на... Все, красный. Слот готов. Все, вот это. Нам нужно сохранять спокойствие. И убедиться. Лайс, Майк, Чарли, тяните рубильники. Давайте. Надеюсь, на этот раз пройдет гладко. Давайте освободим этих детей и покончим с корнем этого кошмара. Это шум, что? Нет. Опять это мерзкие дети. Почему они всегда разрушают мои планы? Вы должны стоять на месте и не мешать делать из них ингредиенты моего фантастического мороженого. Жны дети. Такие тупые же. Как мои бывшие одноклассники. И как мать, которая меня бросила. Мне не хватит. Мне не хватает воздуха. Не могу дышать. Все. Ой-ой-ой. Хоть он и злой, но мне что-то его прям жалко. Школа. Жужжит. Вернитесь. Мой сын такой красивый. Нет, это девочка. Очень милая. Верните комнату своей матери. Освежите воспоминания от меня. Надеюсь, все будет хорошо, когда мой малыш надевает платье. Он выглядит точь-в-точь, как Элиза. Я верю, что со временем он превратится в нее. Это неизбежно. Я святая не сомневаюсь. Я выбрала Великий Бафомет. Я чувствую себя опустошенной. Можешь снова заняться экспериментами над детьми, чтобы убить время? Эти зловещие монашки что-то шепчут. Что они задумали? Ради всего святого, что тут творится? Ничего не понимаю. Такая святая, как я, не нуждается в восхищении презренных людишек. Жаль, что эти монахи не так любят почесать языками. Ты? Что ты тут делаешь? Сколько раз я тебе говорила, что нельзя снимать это платье? Знаете, чем занимается загадочный тип? Да. А как нам выйти? Я забыл совсем как. Как это выйти? Я не помню. А вот. Сейчас мы узнаем, чем занимается этот загадочный тип. И кто это? А вот он, загадочный тип. Вот он. Он идет сюда. К монашке какой-то. А знаете, чем занимается загадочный тип? Это тот вот, который... Так. Элиза, не ходи тут. Возвращайся играть в розовую комнату.
Вы знаете, в чем суть плана монахини? Слушай, сюда нельзя. Сегодня разговор. Куда пропал мой милый малыш? Успокойся, малыш. Я не желаю тебе зла. Я просто хочу отвезти тебя в безопасное место. Пойдем со мной. Как они посмели очернить священное имя Бафомета? У меня тут книга про него. Может, не смогу и сделать критический обзор. Что это значит? Что там ребенок мой делает с монахинями? Как? Эти предательницы монахини стают скачущему мороженщику. И этого им мало. Они отдают еще и часть своих исследований в качестве оплаты. Будто моей бедной Лизочки не хватало. Нет, нет, нет. Подождите-ка, это же безумие. Непростительный грех. Мой ребенок исчез. И я не могу покинуть школу. И я вещала Бафомету. Я должна быть хорошей матерью, образцом для подражания, молиться ему день и ночь. Не уходить из этой школы, пока не пройдет еще 36 лет. Невозможно. Мы, короче, играем за монахишку. Воровки, что вы натворили? Я убью вас всех. Okay, time to finish this. Elisa, Лиза, Бафомет. a crazy nut. Монахиня. I understand. Is it a memory? Это воспоминания. Мне просто нужно немного разобраться. Clear my head a little. I need to put Мне things нужно in все order. разложить по полочкам и избавиться от этих детей. И для этого у меня есть идеальное оружие. Guys, it's time to find that ice cream. Ребята, пришло время найти этого мороженщика и победить его раз и навсегда. Это будет его последняя голова. Идем! Да! Идем! Я не могу это, конечно, говорить, но... Я ничего не понимал, когда я был на английском. Типа, у меня раньше был английский, я не понимал, как это его изменить, но я поменял язык, это пипец. То есть, понимаете ли, сейчас... Подождите, ребят. Сейчас, получается, мороженщик. Либо, кстати, у меня есть два плана этой главы. То есть, это была другая безумная мамашка, которая родила дочку. А мороженщик, который ей давал, это был этот мороженщик. Как вам идея? Потому что, ну, идеи у меня больше нет. Хотя раньше, сейчас, я несколько минут назад говорила, что у меня есть два плана. Поднимите на лифте гаражей и найдите рода. Чё вы так бежите-то? Вы не все равно не успеете. Ой. Где тут доска? Кстати, тут раньше были фотки монашки и этого рода.
А тут была еще безумно это крокодилица. Проклятые негодники, маленькие ублюдки. Почему они все равно все перевернули? Сколько только лет работы. И что по итогу? Надо было скормить их моей кормилице. Крокодилице. Ой, черт побери, эти видения, эти сны ужасны. Они все хуже и хуже. Я боюсь, что они реальны. Я сердцем чую. Моя мать оказалась злобной и жестокой монашкой. Что может быть хуже, а? Ничего. Нет ничего ужаснее такого. И мой отец. Он прохладно ко мне относился. Но как он мог это сделать со мной? Я всегда его любил и восхищался им. Ага, все. Род, наконец-то мы тебя окружили. В этот раз мы тебя настигнем. Ну уж нет, вы еще не поняли, где находитесь? Меня еще часто от вас тошнит. Я разобью вас за 1000 кусочков благодаря этому маленькому ледомету. Они бы еще сказали... Нет, Лес, только не ты! Мой... Нет, нет! Они бы еще сказали... Малолетний. Вас не заставите. Мне снова вспоминать о прошлом. Нетушки, если я его уничтожу. Выдох на морозе. Все исчезнет. Победите рода и положите конец этому убегу. Окей. Коробка всякой свячины. Все, давайте взламывайте быстрее. Я боюсь от вас. Все этого рода пока у нас. Ну что? О, бежим. Все. Как это? Я же стреляю. По сути. Все, бежим. Вот, щит выключен там. Как я, ты негодник. Щит выключен, щит выключен. Спасибо. Где именно? Все, идем искать, просто идем искать. Все, идем. Там. И бам. Еще одна. Давай! Щит выключен! Значит, мы можем... Что за хрена? Нет, неужели опять? Ой, ты живой? О, слава богу! О, да ладно!
И там у него, кстати, кровь, да. Давайте. Не знаю, в последнее время я думала о тяжелых временах, которые мне пришлось пережить. Дети в школе издевались надо мной из-за веса. Все они уже на том свете. И отец, который был, кроме него у меня не было семьи. Он был виноват в моей полноте, потому что у него был секретный рецепт для приготовления отравленного мороженого, и он был слишком обеспечен со мной. Я не понимаю. Он забрал меня из той монастырской школы из-за этого рецепта. Как грустно. Раз он меня не понимает по-настоящему, не любил. Его больше заботили слава и богатство. А моя мать, единственная, кто заботилась обо мне, была сумасшедшей монашкой, которая облачалась со мной, как будто я девочка. Она все еще жива. Убила ли я моего отца ради мести? Если Джозеф не был моим настоящим отцом, тогда им был тот злой повелитель по имени Бафомет. Бафомет, кстати, это есть... Ох, теперь я понимаю, что как бы я не пытался, я не могу исправить ошибки прошлого. Жизнь кажется бессмысленной. Моя месть и мои мечты тают, как мороженое в летнюю ночь. Рожечек. Фух. Мне хотя бы... У меня из... Я не могу. Я не могу, я извиняюсь. У меня настолько... Кстати, Бафомет — это божество знаний и мудрости эзотериков и оккулистов. В средние века были поверья, что Бафомет являлась одним из именем сатаны. Изображение Бафомета считается символом сатанизма. Ой! Ставки на спорт! Давайте уберем рекламу. Или мы новую игру начинаем, давайте. Новую игру начинаем. Против входа. Окей. Опять, что ли? Ну окей. У меня из-за анимации все заново прикололось. Ну что это такое-то? Все заново. И, кстати, я вам... еще скажу уже об Бафомете. Однако Бафомет не связан исключительно с сатаническим или оккултистическим практикам. Он также использовался в масонстве, где его часто рассматривают как символ мудрости и поиска знаний. Оккулисты считают, что Бафомет — это существо света, олицетворяющее равенство, социальный порядок, союз противоположностей и создатель жизни. Также Бафомет покровительствует людям, изучающим практикующим мистицизм и монстрологию и другие оккультные науки. Вот кто такой Бафомет. Ну, давайте, проклятые негодники, баньки, они все еще все перевернули. Столько лет работы. И что по итогу? Надо было скормить их моей кормилице. Ой, черт побери. Эти сны ужасны. Они все хуже и хуже. Я боюсь, что они реальны. Я сердцем чую. И моя мать оказалась злобной и жестокой монашкой.
Что еще хуже? Меня ничего. И мой отец, он прохладно ко мне относился. Но как он мог сделать это со мной? Я всегда ее любил и восхищался им. Кстати... Ну вот, прохладно относиться, это означает, что относиться без выраженного интересного, душевного участия с налетом недоброжелательности. Синонимы к словосочетанию относятся равнодушно, относятся сдержанно, испытывать неприязнь. Все. Кстати, вот. Rod, we finally have you surrounded. This time, we are gonna hunt you down. Род, наконец. Ну уж нет, вы еще не поняли, где находитесь? Ну давайте мы пропустим уж. Ну боги! Уже час мы снимаем. Из-за того, что у меня реклама. Меня не поддерживает какая-то эту анимацию долго. Где это щит? Где щит включен? Тут должен быть щит включен. О, нет! Где? Вот он. Бежим. Так я уже сделал. Помогите! Выключи. Где он? Вот он. На! Всё, готово. Где щит выключен? Щит выключен. Сейчас. Тут! Бам! Еще будет щит выключен. Спасибо. Пам! Давайте мы пропустим. Джей и его друзья победили Рода и Мэдлин. Жаль, что это были далеко не последние злодеи в мире. Если вы не понимаете, какая там концовка будет, то посмотрите утопси, потому что у меня все выключится. Нафиг. Ну, я вам объясню вкратце что-то. Там, типа, Род упал в секретный ингредиент, там, где он может окаменеть. Человек может окаменеть. И он упал. А сестра Мэдлин это видела, и она пошла к нему, чтобы его спасти. Но он уже был весь в этом мороженом. И она тоже, и в нее тоже попала. И в нее тоже попало. Поэтому тут. И в нее тоже попало. Но давайте мы сейчас посмотрим. Вот, смотрите. Давайте мы посмотрим сначала на Джея костюмы. Мы посмотрим все костюмы. Итак, Джей первый. Джей Задира. Вот он такой Задира тут. Прикольно, кстати, да? Согласна. Супер Джей. Лихач. Мы, кстати, этот лихач делаем. Джей сын Браунес. Прикольный. И Санта Джей. Ну, это обычно. Итак, банка-бомба. Смотрите, вот она такая. И бомба Джозефа. Видите, она прям такая. И бомба с часовым механизмом. Давайте мы сейчас посмотрим, как она выглядит в реальности.
А, я не помню уже там... Ну вот, смотрите, вот она так вот выглядит. Затритая. Итак. Электрическая ловушка. Вот она такая, а вот она электрический угорь. Диско-платформа. Рабочий стол. Вот у нас и рабочий стол. Майк обычный. Майк. Шлем победы. Влюбленный Майк. Безумный изобретатель. Киллер Майк. Очень прикольно. И имбирный Майк. Ну это просто добавление нового. Итак, мы же еще... давайте мы юбилейный торт, свадебный торт и аркадный торт. Шеф-повар, Риннер, Тирл. Кстати, Раннер Пиллер это вроде как какой-то спидранер. Это вроде как какой-то сайт с новостями. Ну, либо это какой-то канал. Но тут только новости, если мы вбиваем это в поиск. Поэтому, давайте мы Лиз посмотрим. Мы уже вот это посмотрели. И Лиз. Обычно модница. Нереальная модница. Фанатка хомяков. Она как раз фанатка. Известный ученый. Кажется, это мне выбрали. Лисабель. Лисабель, кстати, это один из хорроров фильмов вроде. И Эльфлис. Ну, тут ничего не изменилось, кроме этой. И ушей, так что. Ну, ничего. Бомба-хомяк. Опасная пробирка, кстати, вот она. Пробирка. Бомба-хомяк. Любовная пробирка. И взрывной туалет. Честно говоря. И давайте мы сейчас будем скины злодеев. Рот обычный, рот пижамный. Кстати, это очень прикольный скинчик. Кофейный рот. Кошмарный рот. Светильник рода. И рот Фрост. И, кстати, у нас вроде как вот этот вот рот. И злая монашка. Монахиня. Пятнистое одеяние. Избранная святая. Вот она, кстати, да. Кричащая монахиня. И лично вот это и мы выбрали. Франкен Борис. Последствия. Вот последствия. Кстати, я могу всех использовать. Борис номер 2. Борис Мати. Окаменелость. У меня все есть. И командир Мати. И вот тут, кстати, мод еще дополнительной жизни. И смотрите, сейчас будет кое-что. Покупка была завершена. У меня. Хотя у меня все уже куплено, распродано. Вот. Штамповый пистолет. Давайте мы все посмотрим. Сейчас. Конец рода. Давайте посмотрим. Опять посмотрим. Что за херня? Нет! Нет, опять! Ну, давайте мы опять сделаем. Все, давайте мы просто пропустим. И я пропущу. Итак, мы уже как дошли до этого момента. Мы оба знаем, что мирские дела требуют осторожности. Но давай обратно в Зрат. Все же рискнем. Сестра, мы разговариваем уже довольно давно. Я не могу разговаривать, назвать тебя настоящим именем. Ты все еще скрываешься в образе волшебного Граля. Какие у тебя предложения? Какой план?
Род — человеческое создание, которым ты дал жизни сестре медленно, искренне раскаивается. Ты считаешь, что он уже еще шанс? Уже нечего изменить. Это разумное животное наделало много ошибок. С момента рождения у него была особая судьба. Я защитил его от матери правилами, но она перепутала Назрат с Бафометом. Что может быть еще глупее? Роду повезло с Картой, но он уже ее исчерпал. Я больше не могу ничего поделать. Сестра, моей помощи больше не будет. Они просто живые существа, цепляющиеся за жизнь. Если мы поможем им, точно они выживут. Они нужны нам. Мы нужны им. И у нас одна цель. Если они преуспеют, мы вернемся в рай. Это наш стимул. Пусть сама жизнь станет их учителем. Скоро увидимся, дорогая сестра. Вот, концовка. Что? Нет. Ты мой сын. Я вижу твоего лица. Но кажется, ты одеваешься так, как Джозеф. Наконец-таки я могу тебя обнять. Мне очень жаль. Прости меня за все, что произошло. Я тебя люблю. You are А ты моя мать? Да, это я. Наконец узнаю тебя, мой сын. Ты же взрослый мужчина. Надеюсь, познакомимся поближе. Потом свете. Музей гидроэлектростанции. Mom! Dad! Мама, папа! Мы так переживали. Ты просто исчез, не сказав нам ни слова. Жень, что ты случилось? Ты еще и набрал вес. Как это вообще возможно? Боже мой! It has been quite the adventure. Это было I'll tell you everything when we get Я home. сейчас скажу, когда вернемся домой. Да так просто. Очень жаль мороженчика. И нет, я не говорю про его судьбу саму. Я говорю про то, что типа... Жаль не его, как самого персонажа, он же умер просто. Понимаете? Не будет никакого Ice Cream 9. И просто, когда ты помнишь, что там были, когда ты играл в первую часть, там, не знаю, это было очень завораживающе. А когда ты уже играешь в восьмую часть, это уже представляется как просто обычный. Так, представляется обычным. То есть ничего такого нету, что ты прям хочешь посмотреть, но что ты прям хочешь поиграть еще в одну часть, потому что ты наконец-таки можешь, то есть хочешь поиграть в девятую часть, но ты понимаешь, что это только финал. И вот это вот чувство, это прям, не знаю. Джейн и его друзья победили Рода и сестру Мэдлин. Жаль, что это были далеко не последние злодеи в мире. Мне кажется, кстати, не будет Ice Cream 9, но в другой уже форме. Потому что вот это вот...
вот этот вот текст, оно представляет собой как подсказку, что будет 9-я часть, но уже в другом формате. То есть другой будет злой. То есть первая. Ты понимаешь, что ты все, это последняя часть. То есть ты не можешь ничего поделать, потому что ты как бы не видишь. Как бы ты хочешь поиграть в 9-ю часть уже на следующем году, но понимаешь, что не будет ее, просто не будет. Когда ты видишь финал слова, то ты понимаешь, и это было твое, и оно выросло на твоем детстве. Это пипец как грустно. Прям ты же вырос на нем. Ты прям вырос на нем, а потом просто все удалили. Просто все. Я понимаю вас, но с этим уже ничего не поделать. Но, может быть, кстати, и будет какая-то еще одна. Может, Эвелнан. Эвелнан больше не будет, кстати, да, тоже. Потому что монахиня же тоже умерла. Кстати, Эвелнан по запросам вроде как она по этой монашке Мэдлин. Поэтому ее больше не будет. И еще плюсом мистер Мид. Мне кажется, если мы убили сестру Мэдлин и мороженщика, то осталось только убить мистера Мида. Как раз скоро мы будем уже проходить ее вместе с вами. Поэтому не бойтесь. Мы просто берем звук, и вы будете меня только слышать. Итак. Все. Прощаемся с мороженщиком. С вселенной мороженщика. И познакомимся с мистером Митом. Не знаю, почему я так долго разговариваю, но это просто так грустно. Вы не понимаете меня. Почему я говорю, что это грустно? Потому что, сами поймите. Ты вырос на нем, ты должен. И оно не должно заканчиваться, пока ты не вырастешь. Например, кому-то, когда появился мороженщик, этот мороженщик появился 5 лет назад. Если вы не знали. И, кстати, если бы они откладывали каждый год часть, то получается, они будут целых 8 лет. Они были бы. Но они не откладывали. И поэтому так немного не плохо. Потому что они не откладывают на год. Там, это очень хорошо. Ну, а осталось только мистер Мита пройти. И остальные айскрим. И все. Еще и волна. И все. Пока что с вселенной Complaints закончено. Ну что ж, всем пока, с вами был Красняк. Надеюсь, вы посмотрели это видео до конца. И пока-пока. Всем до свидания.